Если у вас плохо работает YouTube, переходите по ссылке в описании, мы там собрали способы, как YouTube ускорить. И еще, завтра, если вы будете в Израиле, приходите на мой спектакль «Жила-была Россия». После него будет встреча со мной, билеты тоже в описании. А еще можно купить к нему онлайн-доступ. Недавно в паблик просочилась новость. В Роскомнадзоре и Минцифры обсуждают, а не заблокировать ли в России звонки в мессенджерах. То ли полностью заблокировать, то ли только звонки за границу. И в итоге кое-что в самом деле запретили – звонить из интернет-приложений и сервисов на мобильные и стационарные телефоны. То есть, если у вас на работе использовали облачную телефонию, условные Задарма, Манго, Офис или Яндекс.Телефонию, чтобы звонить на обычные телефоны, то теперь этого вроде как сделать нельзя будет. Это связано, видимо, с новой волной взрывов и поджогов по всей территории страны. Устроили это, по всей видимости, телефонные мошенники. Давайте сегодня поговорим о самом этом явлении – телефонном мошенничестве. Как оно устроено и как из простого пенсионера могут сделать агента-подрывника. – 18 декабря пожилой женщине, живущей в Петербурге, позвонили из МФЦ по поводу записи на флюорографию и попросили продиктовать номер СНИЛС. Женщина продиктовала, и ее собеседник сообщил: в базе по СНИЛС отображается, что ее деньги в банке в опасности, и посоветовал перевести их на безопасный счет. МФЦ, это в кавычках, конечно, даже прислала для бабушки такси, которое отвезло ее в банк. В банке сотрудники постарались объяснить женщине, что с ней разговаривают мошенники, но она все равно сняла 145 тысяч рублей, а на следующий день еще 500 000 и отправила всю сумму на тот самый безопасный счет. После этого мошенники сказали ей, что теперь осталось замести следы и сжечь банкоматы по нескольким адресам. Пенсионерка отказалась, но передала трубку 70-летнему мужу, которого удалось убедить. 21 декабря он облил горючей жидкостью и сжег 2 банкомата. Третий просто не успел подпалить, его задержали. Сейчас ему предъявлено обвинение в терроризме. Но жертвами мошенников становятся не только пожилые люди. Вечером 13 декабря молодой человек бросил 4 коктейля Молотова в здание областного военкомата в Екатеринбурге. Пожар быстро потушили, поджигателя задержали. Во время допроса он рассказал, что перевел 3 миллиона рублей телефонным мошенникам. Чуть позже молодому человеку позвонил некто, представившийся полковником ФСБ, и предложил отомстить мошенникам. Они якобы скрывались в военкомате, и этот якобы полковник предложил военкомат сжечь. Молодому человеку тоже предъявили обвинение в теракте, сейчас он находится в СИЗО. А 19 декабря в железнодорожном 19-летний студент запустил в отделение банка салют на 49 залпов. Накануне молодой человек в этом же банке снял крупную сумму, которую перевел мошенникам. Весь декабрь поступали однотипные новости. Поджог банкомата, взрыв банкомата, фейерверк в банке, торговом центре или в МФЦ, петарда в почтовом отделении, поджоги полицейских автомобилей и военкоматов. Атаки совершали самые разные люди – пенсионеры и подростки, мужчины и женщины. Был даже случай, когда совершить поджог попыталась молодая мать с новорожденным ребенком на руках. Многие во время атак держат в руках телефоны и ведут трансляцию, а после задержания говорят одно и то же. Мне позвонили и сказали, что я должен. И еще я отдал им деньги. Очень важно понимать сюрреалистический механизм происходящего. Многие задаются вопросом, как вообще простым телефонным разговором заставить человека совершить что-то странное и противоправное? Как можно взять обычную пенсионерку, которая ни разу не партизан, с огнем играть не будет, и бунтарский дух только в кино про неуловимых мстителей видела? Как такую бабушку натравить на банкомат с канистрой бензина и зажигалкой? А ответ прост – постепенно. Сначала бабушку погрузили в параллельную реальность, где она говорила со службой безопасности банка, дисциплинированно перевела деньги по требованию какого-то авторитетного голоса в трубке. И лишь потом от нее стали требовать сделать что-то опасное. Тут одновременно сложилось несколько факторов. Во-первых, эта бабушка или любая другая жертва мошенников оказалась внушаемой. Из тысяч и тысяч людей, которым мошенники звонят, кто-нибудь внушаемый да попадется. Или у кого-то будет ситуация такая, что вот сейчас можно будет ему что-то подобное внушить. Вот обычно нельзя, а сейчас получилось. Во-вторых, эта бабушка уже доверилась мошенникам, уже приняла решение отдать им много денег. И ей теперь проще продолжать доверять им, нежели размышлять, а правильно ли она перевела им деньги раньше. Ну и в-третьих, мошенники ловко используют угрозы и шантаж. Они представляются сотрудниками ФСБ или полиции, требуют поддержки в оперативной работе, говорят, что люди обязаны помогать своей стране.
У них остаются рычаги воздействия даже на тех, кто их разоблачил. Таким людям можно сказать, что они перевели деньги в Украину, и теперь их посадят за помощь врагу, а затем потребовать сотрудничества. Мы не знаем, кто автор системы, принуждающей жертв взрывать петарды или поджигать банкоматы. Творчество это украинских спецслужб непосредственно, или плодотворное сотрудничество спецслужб с мошенниками в колл-центрах, которые сначала деньги крадут, а потом вот на такие задачи людей направляют, а им крышу предоставляют. Может быть, это какие-то пиар-акции каких-то политических сил украинских, не знаю. Медиазона проанализировала известные случаи поджогов, совершенных под влиянием телефонных мошенников, и опубликовала график. За последние 2 года поджоги происходили практически каждый месяц, а иногда каждую неделю. Но время от времени случаются всплески активности. В июле-августе 23 года, тогда за неделю случилось больше 30 поджогов, и прямо недавно, в декабре 24-го, тогда число поджогов превысило 50. С чем такие всплески связаны, мы тоже не знаем. Возможно, кто-то бюджет просто осваивал под конец квартала или тем более сейчас под конец года. Но для государства почти все, кто поддается на манипуляции мошенников, террористы, совершившие преступления по указанию куратора. В действительности большинство из этих людей – жертвы, причем не только телефонных мошенников и их заказчиков, но и жертвы российской коррумпированной государственной системы, которая не может со всем этим справиться. Сейчас поговорим почему, и дальше обсудим телефонное мошенничество. Сначала небольшая реклама. Часто можно услышать такие мифы. Мол, если вы получите паспорт Израиля, вам придется служить в армии, или обязательно изучать язык, или проживать на территории Израиля. Мифы эти довольно распространенные, однако по факту израильский паспорт один из самых удобных в мире. С ним можно въехать во многие страны, в том числе в шенгенскую зону, без визы, и при этом никаких санкций против россиян. Как получить такой паспорт? Вы можете претендовать на гражданство, если у вас есть еврейские корни до 3-го колена включительно. Для этого одна из ваших прабабушек должна быть еврейкой. Ну или кто-то ближе. Для записи на консульскую проверку вам нужно будет подготовить пакет документов, подтверждающих национальность предка еврея и ваше с ним родство. Затем нужно пройти консульскую проверку, к которой необходимо заранее подготовиться и выполнить конкретные требования консула. Если пройдете этот этап, у вас будет виза репатрианта, с которой уже в Израиле вы получите все необходимые документы. Процесс этот можно пройти самостоятельно, но на каждом этапе вас ждет множество сложностей, начиная от получения архивных документов и заканчивая языковым барьером при посещении государственных инстанций в Израиле. Из-за этого любой этап может растянуться на неограниченный срок. Но с израильским консультационным центром вы пройдете через все этапы быстро и легко. Центр поможет собрать все документы, подготовиться к консульской проверке, затем вас встретят на территории Израиля и сопроводят по всем инстанциям. Стоит поторопиться. Как только утрясется политическая ситуация, Кнессет продолжит рассмотрение отмены репатриации для 3-го поколения. Так что оставляйте заявку по ссылке в описании и репатриируйтесь в Израиль без проблем. Телефонное мошенничество или вишинг, или скам – это не что-то новенькое, не вчера придуманный способ развода на деньги. Эта дрянь с нами уже десятилетия, и за это время она превратилась в настоящую криминальную индустрию с сотнями, а возможно и тысячами предприятий, генерирующих сотни миллионов, если не миллиарды долларов прибыли. Эта индустрия очень разнообразна. Предприятия, в России их обычно называют колл-центрами, а в Украине – офисами, специализируются на разных направлениях. Одни шантажируют, звонят и говорят, допустим, ваш сын арестован за пьяное ДТП, и дальше вымогают взятку. Другие впаривают какие-то мутные инвестиции в крипту. Третьи снимают порчу, проводят ритуалы и изгоняют сущность в виде гномика за совершенно немыслимые деньги. Но больше всего, конечно, мошенничество с банковскими картами и счетами. Служба безопасности Сбербанка, продиктуйте 3 цифры с оборота карты. Вот это вот все. Колл-центры существуют почти во всех странах бывшего Союза, но в России и Украине их особенно много. Попробуем просуждать почему. Есть 3 основных условия, чтобы в стране было легко организовать такой, с позволения сказать, бизнес. Во-первых, должно быть легко найти крышу. Заплатить кому-то надо, чтобы вас не тронули, чтобы никого не волновало, что в самом заурядном open space в центре города ежедневно сидит на телефоне сотни людей и совершает преступления в рутинном режиме. Рабочие процессы выстроены, персонал нанят, и никому никакого дела до этого нет. Ни прокуратура ж к ним не заглянет, ни ОМОН не набежит. Это ж не ЛГБТ-вечеринка.
Люди работают, понимать надо. Во-вторых, информация на любого или почти любого человека должна быть легко доступной. У жертвы нужно вызвать доверие, а значит, просто набрать телефон недостаточно. Нужно обратиться по имени и отчеству, знать номер дачного участка и в каком году удалили аппендицит. Словом, нужные слитые базы и рынок пробива должны быть в легкой доступности, без этого схема не сработает. В-третьих, нужно, чтобы было легко найти персонал. Трезвых, вменяемых людей, хорошо говорящих по-русски, которые готовы во всю эту грязь лезть за небольшие, в общем-то, деньги. Разумеется, основную прибыль получают не операторы, а владельцы колл-центров и их крыша. До войны в России и в Украине для мошенников уже были все условия. У России, к слову, была своя специфика. Эксперты утверждали, что едва ли не половина российских колл-центров находились в тюрьмах. То есть силовые ведомства не просто крышевали, а буквально создавали фабрики скама. Это одна из причин, почему телефонные мошенничества так плохо расследуются. Даже приняв заявление, полицейские могут сразу сказать, что не будут искать никого. Они изначально предполагают, позвонившие заявителю с камеры – это кого надо с камеры. С крышей и связями. От таких лучше держаться подальше, здоровее будешь. После начала войны ситуация только ухудшилась. Ведь если звонок поступил из Украины, то никаких шансов у расследования нет, даже если его кто-то соберется вести. Тем более, что в Украине война спровоцировала невиданный рост киберпреступности. Пострадала экономика, взлетела инфляция, многие люди потеряли работу. Сотни тысяч бежали от войны, многим буквально не на что и негде было жить. Мошеннические офисы трижды обернули эту ситуацию себе на пользу. Во-первых, теперь у них отпали проблемы с набором нового персонала. Человек, которому негде ночевать и нечего есть, может согласиться на любую работу, поэтому новые офисы открывались чуть ли не каждый день. Проблема стала такой острой, что Верховная Рада даже создала специальную комиссию по борьбе со скамом. Во-вторых, скамеры вовсю пользовались горем и растерянностью собственных сограждан. Офисы пустили в ход схему, по которой беженцам, например, из Бахмута поступал звонок. Авторитетный голос сообщал абоненту, что польская благотворительная организация прислала на его имя платеж. А для конвертации злотых в гривны назовите, пожалуйста, код из СМС. Люди верили и теряли последнее. В-третьих, линия фронта сделала работу по России совершенно безопасной для украинских офисов. В сущности, работа через границу снижает риски для мошенников и в мирное время. Добиться наказания преступников в другой стране всегда сложнее. Ну а во время военное для скамеров настало настоящее раздолье. Не будет никакого международного сотрудничества, не отправят запрос от нашей прокуратуры в украинскую. Можно не стесняться и даже с гордостью оправдывать мошенничество якобы борьбой с агрессором. Так что сразу после начала войны число обманутых россиян резко увеличилось. Ну а сейчас добавились еще и дополнительные опции. После обворовывания убедить бабушку поджечь банкомат. Есть разные оценки того, сколько денег мошенники похищают у россиян. Оценивать сложно. Одни жертвы пытаются заявить о преступлении, но у них не принимают заявления под разными предлогами. Другие считают, что обращаться в полицию бесполезно. Потери россиян за 2023 год Центробанк оценил в 16 миллиардов рублей, МВД в 157 миллиардов рублей. А Сбербанк считает, что в 23-м скамеры похитили у наших сограждан больше 250 миллиардов. Да, тут огромный разброс от 16 до 250 миллиардов рублей. Даже 16 это много, 250 вообще запредельно. Это на минуточку 2,5 годовых бюджета какой-нибудь Ульяновской области. Это преступления, которые оставляют в нищете и горе целые семьи. Но всерьез государство и его правоохранительную систему эта проблема заинтересовала только тогда, когда скамеры начали не просто обворовывать граждан, а начали делать из них неумелых и нерешительных и растерянных, но все-таки подрывников. Когда в паблике появились фото и видео с дурацки организованными пожарами и, так сказать, хлопками. Когда в свете этих пожаров государство стало выглядеть слабым и бестолковым. Но и тогда власти не придумали ничего лучше, чем изобразить бурную деятельность. Пожилых террористов похватать, звонки из сети запретить, меры приняты, и все, и так сойдет. При этом плюс-минус все понимают, такое реагирование не предотвращает будущие происшествия. Посаженные люди для скамеров уже отработанный материал. Завтра они будут разводить других людей. Да и запрет IP-телефонии не выглядит серебряной пулей, способной отсечь с камеров от аудитории. Боюсь, что мы и заметить не успеем, как колл-центры и офисы найдут техническую возможность эти запреты обходить. Чтобы по-настоящему решить проблему скама, Россия должна быть другой страной, без войны, коррупции и сливов личных данных.
Мы уже не первый раз обсуждаем, что российское государство отказывается от многих своих базовых функций. Дельфинов от нефтеразлива пусть спасают волонтеры, на операции детям скидываются граждане по СМС, а государство войну будет воевать, и отстаньте от него. Наша страна постепенно обрастает темными углами, которые некому разгребать, и в этих углах вырастают настоящие монстры. Да, в соседней стране тоже есть свои углы и свои монстры, но мы говорим о нашей. Мошеннические колл-центры под защитой войны и коррупции давно уже стали таким темным углом. О схемах скамеров пишут в соцсетях, их обсуждают в родительских и домовых чатах. Это уже привычный формат – увидеть в ленте предупреждения, что мошенники придумали новый способ дурить граждан. Мол, теперь они представляются не службой безопасности банка, а сотрудником МФЦ или кем-то из поликлиники. Предлагают не 3 цифры с оборота карты назвать, а просто карточку сфоткать с 2 сторон. Между тем, проблема скама россиян очень волнует. Это даже по социологии видно. В России уже 5-й год существует так называемый национальный рейтинг тревожностей. Топ из 10 проблем, волнующих россиян. Весь прошедший 24-й год беспокойство по поводу финансовых мошенников входит в топ-5. При этом ждать, что государство решит проблему скама, гражданам не приходится. И они учатся с ней жить, стараются делиться информацией об опасности друг с другом. Так придется поступать сегодня и нам с вами. Мне бы хотелось дать тут вам исчерпывающие советы, как никогда не попасться на удочку мошенника. Но похоже, что таких советов нет. И все же некоторые меры предосторожности могут здорово снизить риск. Самое главное, постарайтесь не убеждать себя, что вас это не коснется, что вас обмануть нельзя. Многие обманутые были умны, образованы и даже предупреждены. Правда в том, что мы все бываем уязвимы. Безопаснее это просто признать и соблюдать осторожность. Следующий совет очень действенный. По возможности не берите трубку, если вам звонят с незнакомого номера. Если это на самом деле важный звонок, человек, вероятно, свяжется повторно. Например, напишет СМС в WhatsApp или в Telegram, и все прояснится. Конечно, такой совет подходит не всем, но все же он стоит рассмотрения. Имейте в виду, ваши личные данные практически наверняка есть в сети. Ваше имя, ваш номер паспорта, ваш адрес, сведения о ваших родственниках, доходах, поездках за границу, автомобиле, о детях, куда они ходят в школу, как часто вы превышали скорость, где работаете, в каких банках у вас счета. Вообще любые сведения. Если ваш собеседник их знает, это не значит, что он из ФСБ или из МФЦ. Просто осознайте, что все о вас может быть известно каждому встречному и поперечному. Это поможет не довериться скамеру. Учитывайте, что никто, кроме скамера, не будет вас торопить принять решение. Пусть это станет для вас звоночком. Если вас просят сделать что-то срочно и немедленно, прямо сейчас, сделайте наоборот. Замедлитесь. Особенно, если речь о деньгах. Тем более, если вас уговаривают сделать что-то противоправное. Скамер почти наверняка попросит вас не рассказывать о его звонке близким. Снова сделайте наоборот. Обязательно возьмите паузу, чтобы поговорить с тем, кому доверяете. Иногда достаточно просто пересказать кому-то то, что наговорил вам скамер, чтобы осознать, какой бред он несет. Заранее обсудите проблему с детьми, родителями, бабушками и дедушками. Скажите им, что они всегда могут позвонить вам, и вы поможете. И время от времени напоминайте. А если вы уже столкнулись с мошенничеством, даже если вы не поддались, признайте, что на вас совершена атака. Расскажите об этом, если можете. Или поговорите с психологом. И напишите заявление в полицию. Не факт, что что-то из этого выйдет. Но так лучше, чем не сделать ничего. До завтра.